Приветствую! С вами канал Python Hub Studio. Будучи программистом, я постоянно пытаюсь облегчить себе работу, создавая шаблоны кода, которые можно очень быстро модифицировать под разные задачи. Один из таких шаблонов я вам сейчас покажу. Думаю, что он вам пригодится. Кстати говоря, на практике я очень часто использую рекурсивные функции в Python. Этот шаблон я написал, работая над игрой с кучей персонажей и задач, и нужно было создать итератор, который будет перебирать сложные словари с постоянно меняющейся глубиной вложенностей. Итак, перед нами стоит задача. Смотрите, у нас есть многомерный словарь. То есть словарь, в котором в каждом ключе еще вложены словари и так далее, и так далее. И так может происходить до бесконечности. И в самом конце, в каком-то словаре, наконец-то встречаются какие-либо значения. То есть, в данном случае, к примеру, это просто систематизация, упрощенная версия, цифры выдуманные, систематизация живых организмов. Итого, перед нами стоит задача по какому-то из ключу, к примеру, по ключу растения, выцепить вот эти значения. Как вы видите, словарь многомерный, сложный, то есть в нем вложенные словари, и как мы это с вами сделаем? Сделаем это при помощи хвостовой рекурсии. Что для этого необходимо? Для начала мы с вами определяем стандартно функцию, давайте дадим ей имя. Так, функция rec, и какие параметры она у нас должна принимать. Первый параметр — это непосредственно сам словарь. И второе — это запрос поиска, то есть что именно мы будем в нем искать. И сразу здесь запишем его запуск. Давайте в функции print. То есть мы какое-то значение будем возвращать и будем сразу смотреть, что нам вернула наша функция. Здесь мы запускаем нашу функцию, сюда передаем словарь, у нас называется title, и в данном случае как поиск запишем просто функцию input, которая у нас будет какое-то значение, enter. Итак, с чего мы начнем? Как обычно, в рекурсии поставим базовое условие. Если наш запрос, то есть то, что мы ищем, находится в параметре search in, будет находиться в ключах нашего словаря, записываем, то есть у нас словарь в параметре sl, точка, будем проходиться по case, и если прям вот в словаре, к примеру, пользователь ведет, так, тут такого нет, но, допустим, смотрите, пользователь вводит не клеточное, если бы здесь было сразу число, мы бы его нашли, то мы сразу это значение вернули. Давайте здесь это и запишем. Если search есть в ключах словаря, который находится по этому параметру, мы с вами записываем оператор return и здесь прописываем sl и вызываем по ключу search. Есть. Итак, далее, но у нас словарь многомерный. То есть сразу, если поместить сюда целиком этот словарь, к примеру, введя значение бактерии, мы это значение не найдем, так как в данном случае эта проверка будет проходиться только по, скажем так, по ключам первого уровня. Во вложенное она заглянуть не сможет, то есть она проверит раз ключ, два ключ. Совпадения не будет, то есть ничего нам не вернется. Для этого нам необходимо здесь записать следующее. Мы здесь прописываем с вами для начала цикл for. Он здесь будет всего лишь один. Мы будем брать переменную n значения из словаря. А какие именно значения? Мы будем брать именно не ключи, а значения. То есть прописываем values и ставим условия. Если значение в n, то есть тип данных в n будет равен dict, то есть это у нас будет словарь, то в таком случае мы будем делать следующее. Мы будем запускать в переменной, сейчас объясню почему в переменной, через переменную рекурсивный запуск этой же самой функции, передавать в него как словарь первое значение в переменной n, так как там тип данных словарь, то есть уже вложенный словарь, будем запускать эту функцию с вложенным словарем. И здесь, естественно, точно так же передаем просто то, что мы ищем. Далее. Запустится наша функция. Итак, смотрите. Мы вводим, к примеру, мы ищем с вами
запрос бактерии. Пропустилось. Это сейчас происходит в этой строчке. Если запрос в ключах словаря. В этом совпадает, бактерий нет. Нет. И тогда наш код переходит сюда. Мы циклом распаковываем и смотрим. Если значение по ключу n, к примеру, по n-клеточным, это словарь, а это словарь, то мы запускаем рекурсивно функцию rec, передавая туда уже этот вложенный словарь. Мы ничего не находим здесь. Рекурсивная функция завершает свою работу и возвращает нам значение none, которое нам не нужно. Соответственно, здесь мы с вами записываем. Давайте это уже закроем. Если red не равно none, ставим двоеточие, то только в таком случае производить return red. Потому что когда все-таки мы с вами найдем то значение по ключу, оно вернется, и вернется именно это значение. Не none, которое вернет функция, если она все-таки ничего не найдет, а именно наше значение. И давайте теперь посмотрим на вывод. Запускаем наш код и ищем. Так, видите? Итого вводим у нас, давайте, что у нас там есть? Бактерии. 576, ну там произвольное число. Запускаем опять. Растения. 788. То есть таким образом мы сами осуществляем поиск по вложенному словарю. К примеру, смотрите, растение это у нас уже третий по вложенности, по уровню вложенности словарь. При помощи рекурсивной функции мы с вами избежали большого количества циклов форм. И здесь просто, то есть если мы встречаем с вами по ключу в словаре, что там есть словарь, что у него значение по ключу словарь, мы запускаем эту функцию рекурсивно и уже в новом словаре вложенном ищем по ключам наше значение. Это один из многих частных случаев применения хвостовой рекурсии. Если кто хочет, в качестве домашнего задания может расширить функциональность этой функции, добавив сюда следующее. К примеру, если пользователь ведет для поиска, к примеру, ключ, по которому лежит вложенный словарь, чтобы функция выдавала сумму значений по ключам вложенного словаря. На этом в принципе все, урок закончен. Тренируйтесь, пишите код, задавайте в комментариях вопросы. Подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока.